Знаете ли вы, что прямо в границах Таллина скрывается остров-заповедник? Здесь по дорогам ездит только экотранспорт. Среди вековых сосен прячутся царские батареи, а в глубине леса хранит свои тайны древний каменный лабиринт. Привет! Сегодня мы отправляемся на остров Аэгна. Добраться сюда из Таллина проще, чем кажется. От причала у Линнахаль в летний сезон ходит скоростной катамаран. Всего 20 минут, и вы на месте. Главное помните, что посадка закрывается за 10 минут до отправления, а билеты лучше брать заранее на сайте Sunlines. Свое утро на острове хотелось начать без спешки. В портовом кафе у самой гавани мы нашли уютный столик посреди цветущего шиповника. В июне этот тонкий, приятный аромат смешивается с соленым морским бризом и смолистым запахом сосен. Под этот аккомпанемент северного ветра так приятно выпить чашечку утреннего кофе, никуда не торопясь. Это маленькое уединенное место с сувенирной лавкой у причала сразу задает правильное настроение для всего нашего неспешного маршрута. Ориентироваться здесь легко, повсюду стоят понятные указатели. Наш пеший маршрут составит около 6,5 километров через песчаные пляжи, гигантские валуны и военные тайны. С 1991 года Аэгна – ландшафтный заповедник. Благодаря международному экопроекту Urban Eco Islands остров превратился в технологическую зеленую зону. Дикие кострища запрещены, а все пикники и палатки перенесены на южный берег. О чистоте этой экосистемы говорят и растения. Например, обилие вот этой нежно-розовой смоленки двухдомной – верный индикатор нетронутого здорового леса. У смолевки есть свой секрет. Днем ее опыляют пчелы, ну а к вечеру она начинает пахнуть сильнее и привлекает ночных бабочек. Мы у самого большого здания острова. Этот крестообразный клубный дом построили в 1919 году как казарму и столовую на 250 человек. В межвоенные годы здесь шумно отмечали День независимости, работала телефонная станция, а позже открылся кинотеатр. Восточное крыло не уцелело, а пожар 1988 года превратил стены в памятник ушедшей эпохи. Прогуливаясь по мшистому лесу, я наткнулась на настоящую лесную скатерть-самобранку. Прямо на огромном валуне поспел мой полдник. Кислица! Даже наклоняться не надо. Полезное блюдо из чистейшего витамина С уже подано природой. И это не просто лесное лакомство, а верный индикатор того, что мы гуляем по экологически чистому лесу. Главное оборонительное наследие острова – огромная береговая батарея номер 15 морской крепости императора Петра Великого, известная как батарея Александра Невского. 200-метровый бетонный гигант уходит на 2 этажа под землю с галереями и бронированным командным пунктом. Снимать эти руины с воздуха было непросто. Из-за порывов ветра дрон буквально бросало в разные стороны. Батарею взрывали дважды. Сначала в 1918 году, а окончательно в августе 1941. Сегодня эти руины выглядят как декорации к фильмам о затерянных мирах. Эта лесная тропа – ничто иное, как бывшая узкоколейная железная дорога, по которой когда-то возили стройматериалы и боеприпасы. Она приводит нас к мысу Курикнеем. Здесь, среди песчаных дюн и кустов шиповника, до сих пор можно увидеть остатки основания старого маяка.
а далеко море высится современный навигационный знак, предупреждающий корабли о коварной таллинской мели. Кажется, здешний ветер застал врасплох даже чаек. На диком северном побережье я нашла идеальное место для привала. Кто-то до меня соорудил здесь скамейку из камней и старой балки, а я дополнила эту композицию небольшим плоским валуном, превратив его в столик для чашки чая. Получился уютный лесной уголок, где так приятно побыть наедине со своими мыслями. Вокруг только шум набегающей волны. Шуршание крыльев пролетающих лебедей и абсолютная свобода. Давайте просто настроимся на эту волну и послушаем живой голос Балтийского моря. Мы продолжаем путь мимо огромного валуна и реку Киви. Обратите внимание на эти причудливые, словно танцующие деревья. Штормовые ветра и бедная песчаная почва изогнули их стволы, напоминая знаменитый лес на Куршской косе. Перед нами каменный лабиринт Иерусалим из 11 колец, выложенный из 960 камней. Балтийские рыбаки называли такие спирали дорогами в Иерусалим, а их прохождение заменяло паломничество на Святую Землю. По древним правилам лабиринт проходит медленно, не переступая через камни. Если захотите оставить здесь что-то на память, пусть это будет обычная монетка. В отличие от пластика, она не нанесет урона природе. На выходе из лабиринта тропа снова уходит вглубь леса, где наглядно видно, как уверенно природа отвоевывает назад старые постройки. Именно из таких скрытых от глаз уголков и рождается мой визуальный проект Baltic Photo Stories. Это живая онлайн-карта, где каждая точка не просто сухой туристический маршрут, а мой фоторассказ об атмосфере места. Забота об экологии продолжается в Доме природы, открытом здании бывшего лесничества. Это уникальный образовательный центр, где школьников и взрослых учат понимать лес через игры и опыт. Сюда можно приехать даже в многодневный поход с ночевкой, чтобы полностью погрузиться в островную жизнь и философию уважения к планете. Перед нами Тула-Киви. Огненный камень – это самый большой валун на острове. Его окружность целых 35 метров. В старину рыбаки разводили на его вершине сигнальные костры, служившие единственным ориентиром в штормовой темноте. В восточной части острова у каменного поля затаилось старинное кладбище XVIII века. Вместо забора здесь ограждение из списанных железных рельсов, оберегающие покой 140 человек и чугунные кресты позапрошлого столетия. На тихих, пустых, диких пляжах всегда просыпается какое-то детское желание найти идеальный плоский камушек, запустить его в воду и залипнуть на круги. В городе я постоянно куда-то бегу, экономлю минуты и составляю списки задач. А здесь, наедине с морем, наконец-то выдыхаешь и понимаешь, спешить вообще некуда. Вся жизнь, она прямо сейчас, в этом шуме волны. Природа Аэгна меняется буквально за каждым поворотом. От густого соснового леса до сурового каменистого берега, где мне повезло встретить семейство пиганок. Птицы не то чтобы редкие, но увидеть их так близко на диком пляже – отдельное удовольствие. Кстати, в период гнездования некоторые мысы острова полностью закрыты для туристов. Все-таки это заповедная зона, и здесь нужно уважать правила природы. Еще одна неожиданная грань Аэгна – единственный в Эстонии буддийский монастырь. И хоть моя цель просто прогулка, само присутствие такого уединенного места здесь кажется очень правильным. Оно словно подчеркивает главную суть острова. Сюда приезжают, чтобы замедлиться и побыть в тишине. Обратная дорога в Таллин на катере из-за шторма превратилась в настоящие американские горки. Знаете, 7 часов на острове пролетели как один миг, и мне даже показалось этого мало.
Спасибо, что прошли этот путь со мной. До встречи в следующей истории.